Медведица Айна ушла на охоту, оставив своих маленьких медвежат Лиру и Тайса одних среди ледяных просторов у берегов Шпицбергена. Но пока ее не было, стая голодных волков вышла на их след. Серые хищники окружили беззащитных малышей возле занесенного снегом тороса в бухте холодных теней. И казалось, что до беды остались считанные мгновения. Волки уже подбирались все ближе, готовые броситься вперед. Лира и Тайс жались друг к другу, жалобно поскуливая, и были буквально на грани гибели. Но именно в этот миг издалека на белом горизонте показался силуэт их матери. И то, что произошло потом, заставило всю стаю в страхе отступить. Над Северным морем рассвет всегда приходит неторопливо. Сначала небо над архипелагом вспыхивает бледным золотом, затем по льдам растекаются нежно-розовые и голубоватые оттенки, а ветер, пришедший с открытой воды, глухо прокатывается между торосами, будто сам лед дышит и шевелится под этим суровым небом. В этих безмолвных просторах живет молодая белая медведица Айна. Неподалеку от снежного уступа, в неглубоком укрытии, устроенном у подножия ледяного холма, лежат ее двое детенышей — Лира и Тайс. Они еще совсем малы, их движения неловки, шерсть кажется слишком пушистой для такого беспощадного края, а голод заставляет их все утро тревожно пищать и искать материнское тепло. Айна знает, что медлить нельзя. Им нужна еда, и как можно скорее. Она медленно поднимается, вслушиваясь в шорохи ветра и улавливая каждый запах, потому что на севере осторожность — это не привычка, а закон выживания. Здесь любой звук может означать приближение опасности, а любая лишняя трата сил способна стоить жизни. Медведица склоняется к своим малышам и мягко касается каждого носом, словно обещает, что обязательно вернется. Лира прижимается к брату, Тайс утыкается мордочкой в снег, стараясь удержать тепло, а Айна, в последний раз оглянувшись, уходит прочь через ледяную равнину. Ее цель — добыча у промоин, где появляются тюлени. Она движется размеренно, почти бесшумно, и снег под ее широкими лапами лишь чуть приминается, не выдавая ее присутствия. Острый нюх ведет ее вперед, помогая различать запахи на огромном расстоянии, но сегодняшний день оказывается особенно тяжелым. Где-то лед предательски истончился, и каждое неверное движение может обернуться ледяной водой. Где-то ветер внезапно меняет направление и уносит запах медведицы к тем, кого она пытается подстеречь. А сами тюлени сегодня осторожны и не спешат показываться у дыхательных отверстий. Айна находит одну из лунок и часами неподвижно лежит рядом, сливаясь с ледяным пейзажем так, будто сама превратилась в снежный валун. Она терпеливо ждет, хотя холод пробирает ее до самой кожи, а силы постепенно уходят. Каждая минута ожидания — это не просто испытание, а плата за шанс накормить Лиру и Тайса. Пока Айна сосредоточена на охоте, далеко позади, в бухте холодных теней, где у снежного холма остались ее дети, начинается совсем другая история. Сначала на краю ледяной равнины возникает одна тень, потом еще одна и еще. Из-за невысоких сугробов выходят волки. Их стая движется медленно и слаженно, а серые шкуры почти растворяются в зимнем пейзаже. Возглавляет их старый вожак по имени Краг, крупный, осторожный и изможденный бесконечной нехваткой пищи. Долгая зима истощила стаю, и теперь любой шанс добыть мясо кажется им подарком судьбы. Волки чуют запах медвежат,
чувствуют их беспомощность и понимают, что перед ними легкая добыча, если рядом не окажется взрослой медведицы. Лира первой замечает движение. Она поднимает голову, не понимая, что именно тревожит ее, а затем испуганно пищит. Тайс тоже настораживается и, увидев приближающиеся силуэты, инстинктивно придвигается к сестре. Малыши сбиваются в тесный комочек, не умея ни защищаться, ни убегать так, как это сделали бы взрослые звери. Они еще слишком юны, чтобы понять всю опасность, но уже чувствуют ее кожей, слышат тяжелое дыхание хищников и видят, как те все ближе описывают круги вокруг их убежища. Волки не бросаются сразу, они осторожны. Им известно, что взрослый белый медведь — противник страшный даже для стаи, и потому каждый из них сперва проверяет воздух, принюхивается, прислушивается, ищет признаки присутствия матери. Крак делает несколько шагов вперед, замирает, потом снова продвигается ближе. За ним подходят еще двое. Их лапы бесшумно ступают по насту, хвосты напряжены, уши подняты. Один молодой волк из стаи, самый нетерпеливый, облизывает пасть и уже почти готов сорваться к добыче, но вожак еще удерживает его взглядом. Ветер в этот момент меняется и несет запах серых хищников далеко по льду. Там, у лунки, где Айна продолжает неподвижно ждать тюленя, что-то резко меняется. Она вскидывает голову, в ее ноздри ударяет знакомый и страшный запах. Волки совсем рядом с тем местом, где остались ее дети. В следующее мгновение охота перестает существовать для нее. Ни добыча, ни усталость, ни риск провалиться в тонкий лед больше не имеют значения. Есть только один зов. Зов матери, почувствовавшей угрозу своим малышам. Айна мгновенно разворачивается и бросается обратно. Огромное белое тело мчится по ледяному полю, взметая снежную крошку и дробя наст тяжелыми лапами. Она бежит быстро, быстрее, чем подсказывала бы осторожность, быстрее, чем позволяла бы усталость, движимая яростью и страхом за Лиру и Тайса. Тем временем в бухте холодных теней волки становятся все смелее. Крак уже убежден, что взрослого медведя поблизости нет. Он чуть опускает голову, и это беззвучный знак для остальных. Молодой волк делает первый решительный шаг, затем второй. Он уже почти рядом с медвежатами, и Лира отчаянно пищит, а Тайс пытается заслонить ее собой, хотя сам дрожит от ужаса. Еще секунда, и стая сорвется вперед. Но вдруг над снежной пустыней раскатывается мощный, пронзительный рев. Он приходит издалека, но в нем столько силы, что даже ветер будто на миг стихает. Все головы одновременно оборачиваются. Из-за ледяного гребня в облаке снежной пыли появляется Айна. Она несется к детям, похожая на белую бурю, на живую лавину ярости и решимости. Ее глаза горят, шерсть на загривке вздыбилась, а каждый ее прыжок по льду говорит лишь об одном: сейчас перед волками не жертва, а мать, готовая умереть, но не отступить. Стая мгновенно понимает, что ошиблась. Айна подлетает к медвежатам и, заслонив их собой, резко поднимается на задние лапы. В полный рост она кажется еще больше, еще страшнее. Над льдами вновь прокатывается ее рев. Глухой, грозный, от которого эхо разбегается между торосами. Затем она с силой ударяет передними лапами по снегу, вздымая вокруг облако ледяной пыли. Этот жест не просто угроза,
а предупреждение. Но голод делает некоторых волков безрассудными. Молодой самец, тот самый, что первым приблизился к медвежатам, пытается испытать судьбу. Он рывком бросается вперед, надеясь проскочить сбоку. Это становится его ошибкой. Айна реагирует мгновенно. Ее лапа срывается с места с такой скоростью, что снег под ней разлетается во все стороны. Удар проходит в считанных сантиметрах от волка, и тот едва успевает отскочить назад, потеряв равновесие. Он приземляется неуклюже, скользит по насту и в страхе припадает к земле. Этого оказывается достаточно. Крак видит, с кем они столкнулись, и понимает то, что остальные уже начинают чувствовать. Перед ними не испуганная одиночка и не ослабевшая охотница, а одна из самых опасных матерей северных льдов. Ради своих детенышей Айна готова биться до последнего вздоха, и ни один кусок добычи не стоит для стаи таких ран или смерти. Волки пятятся. Сначала медленно, не сводя глаз с медведицы, потом быстрее. Айна не преследует их далеко, но делает несколько тяжелых шагов вперед, вновь рыча и показывая, что не даст приблизиться ни на шаг. Крак первым разворачивается и уходит прочь между ледяными буграми. За ним отступают остальные, один за другим, сжимаясь в более плотную группу, уже не охотники, а стая, решившая не испытывать судьбу. Вскоре их серые силуэты растворяются среди белых холмов, и лишь ветер еще некоторое время несет их запах над снегом. Постепенно тишина возвращается. Только тяжелое дыхание Айны нарушает спокойствие ледяного берега. Она сразу опускается к своим детям. Лира и Тайс, еще не до конца понимая, что только что избежали смерти, радостно пищат и торопливо прячутся в густой материнской шерсти. Айна осторожно обнюхивает сначала дочь, потом сына, касаясь их мордочек носом, проверяя, не ранены ли они, не задел ли кто-нибудь из волков их острыми клыками. Убедившись, что малыши целы, она на мгновение закрывает глаза, будто позволяя себе редкую секунду облегчения. Опасность отступила, но лишь на время. Холод по-прежнему сжимает ледяной берег, а голод никуда не исчез. Лира и Тайс снова тихо попискивают, и этот звук напоминает Айне о том, что спасение еще не конец борьбы. Медведица поднимает голову и смотрит вдаль, туда, где за торосами и промоинами прячется единственный шанс на еду. Ради своих детей ей придется снова выйти на охоту, снова терпеливо ждать у лунок, снова рисковать на тонком льду и снова бороться с беспощадной северной стихией. Потому что здесь, у берегов Шпицбергена, жизнь не дает передышки. Здесь выживание — это бесконечная битва за каждый день, за каждый глоток тепла, за каждый шанс накормить тех, кого любишь, больше собственной жизни.